Приветствую, это снова Илья и мой канал Антимрак. Рад видеть вас на моем канале. Итак, это видео не стоит смотреть тем, кто склонен просто во что-либо верить. Или тем, кто склонен верить, но не пытается осмысливать происходящее. Да и скорее всего... Возможно, мало кто поймет смысл того, о чем я буду здесь говорить. Итак, в этом видео поговорим о том, что такое пропаганда. Сразу скажу, что я не делю пропаганду на некие виды, как это делают другие, потому что эффект пропаганды на человека может производить что угодно, даже то, в чем нет никакого пропагандистского злого намерения, да, со стороны транслирующего информацию, оказывающую на потребляющего эффект пропаганды. Вообще, само слово пропаганда уже подразумевает некое отрицательное отношение к ней, потому как воспринимается как нечто скрыто навязываемое, обходящее критическую способность человека. Куда сложнее, когда человек думает, что он прав в отношении тех или иных общественных процессов, но вся его реакция и измышления по этому вопросу являются не просто результатом воздействия пропаганды, а сами представления даже о самом себе, сформированные этой самой пропагандой. То есть у человека изначально нет понятий, позволяющих абстрагироваться от того, что не является продуктом самой пропаганды. Пропаганда как инструмент госидеологии. Вообще слово пропаганда уже изначально воспринимается как нечто, имеющее отношение к деятельности государства как системы. Хотя в самой идее государства уже заключены некие границы, находясь в которых человек не может думать по-другому. Собственно, сама идея государства подразумевает границы мышления. Допустим, есть некие страны, такие как Бразилия, Франция, Великобритания. И на самом деле это все границы, просто границы, мысленно очерченные в голове человека. И каждый человек воспринимает эти границы как нечто естественное и очевидное, абсолютно не подозревая, что это просто идея искусственного ограничения, которого не существует в природе. Так вот, к чему я привожу эти наглядные примеры? Я привожу их к тому, чтобы показать человеку пример разделения, то есть вся идеология и вся пропаганда, как ее инструмент, строится на разделении людей. И вы не найдете примера в истории человечества, который показывал бы, чтобы обыватель или представитель большинства когда-либо выигрывал бы от этого разделения. Посредством пропаганды этому обывателю внушена идея о том, что, допустим, он великий американец, да, или он великий француз, или же он великий британец только потому, что относится к некой территории, очерченной, виртуально проведенной в его голове границей. Обыватель никогда не выигрывает. На самом деле, обыватель никогда не выигрывает, на чьей бы стороне он себя не представлял, хотя именно пропаганда делает из него жертву идеи о том, что он чего-то из себя представляет только потому, что относится к некой группе людей, проживающей на какой-либо виртуально очерченной в его голове территории. Поэтому любая пропаганда в первую очередь нацелена на людей наиболее примитивных, составляющих некое усредненное большинство, которое съест все что угодно, что задействовало бы в нем
его инстинкты, потому что оно лишено способности к мышлению. Ведь любая пропаганда в первую очередь обращается к инстинктам, пробуждая в человеке его животную природу. Категории большинства. Именно в связи с информационной всеядностью большинства ссылаться на его выбор как на нечто правильное только потому, что это выбор большинства, это довольно глупый довод. Ведь для представителя большинства всегда предпочтительно стать жертвой заблуждения, потому что оно оперирует в своем представлении о реальности сквозь призму категорий, которые дает ему сама общественная система, и как бы она ни позиционировала себя относительно ее, среднестатистический представитель большинства всегда является ее идеологическим продуктом. Пропаганда – это следствие потребности человека в вере. На самом деле пропаганда – это следствие потребности человека в вере, и не более того, точнее, уровень развития человека, для которого вера является неким спасением, а пропаганда пользуется этим и подсовывает ему простую картину мира, всего лишь играя на его инстинктах. Я даже не говорю, что пропаганда это плохо или хорошо, так как если человек не способен ее распознать именно с позиции своего уровня развития, то формальная ссылка на то, что некая информационное воздействие является пропагандой, бессмысленно, просто потому что пропаганда в этом случае дает человеку понятия, которые определяют само его мировоззрение. Каждый человек по своей сути является жертвой пропаганды. На самом деле, каждый человек является в той или иной степени жертвой пропаганды, потому что никто не рождается со своим представлением о среде, так как сама среда его порождает и дает ему взгляд на саму себя. То есть человек берет представление о среде из самой среды, частью которой он сам является, да, и производной, которой он сам является. Например, ребенок не рождается со своим представлением о мире, так как у него нет своего собственного мышления, посредством которого он мог бы отделить себя биологического от себя мыслящего. Своей неспособностью мыслить и поддерживать свою физиологическую жизнь он привязан к окружающим его ближайшим людям, то есть к родителям, да, если они есть. То есть родители являются его первыми проводниками в мир социума, и ребенок воспринимает этот мир сквозь призму восприятия своих родителей, копируя их поведение и их реакции, так как у него пока нет своей собственной способности к осмыслению окружающих процессов. И к чему я вообще заговорил о детях и их родителях? Я заговорил о детях и их родителях потому, что пропаганду не стоит воспринимать как нечто целенаправленное со злым умыслом, потому как ее можно идентифицировать только с позиции того, насколько она определяет понятие человека, из которых он лепит свое представление о мироустройстве. Для понимания этого моего тезиса можно привести наглядный и простой пример. Многие родители на определенные праздники любят одевать своих детей в форму советских солдат. Для человека маломальски думающего наблюдение за подобным фактом со стороны является не просто неким безобидным социальным ритуалом, а культом, который поддерживается самими родителями этих детей. И мыслящий человек, конечно же, знает культом чего, при том, что сами эти родители могут говорить о какой-то пропаганде, которая воздействует на них.
На самом деле большинство людей, выполняя тот или иной социальный ритуал или рефлекторно ссылаясь на некие общественные истины, даже не задумываются, следствием чего является это их действие, потому что для них некоторые социальные ритуалы становятся чем-то абсолютно естественным. И важно не то, что сам человек называет пропагандой, а то, насколько сама пропаганда определяет его мировоззрение. Госпропаганда. Госпропаганда направлена на формирование общественного мнения и рассчитана на примитивное большинство, лишенное способности к мышлению. Любая госпропаганда побуждает свою жертву думать в категориях хорошего и плохого. Например, инструментом такой пропаганды может быть утверждение о том, что причиной всех проблем на планете Земля являются обитатели планеты Марс. То есть большинство, на которое воздействует такая пропаганда, представляет из себя некий интеллектуальный планктон, для которого наличие внешней причины их бед является наиболее активизирующим в них животную природу средством. То есть на большинство можно воздействовать только посредством активации в них примитивных инстинктов. И неважно, какой это инстинкт, страх, либо же половой инстинкт. Поэтому, чем примитивнее большинство, тем большее воздействие на инстинкты должна иметь пропаганда, да, ну, воздействие на его инстинкты, естественно, на инстинкты этого большинства. То есть пропаганда вследствие своего влияния вызывает разрыв причинно-следственной связи между реальностью и тем, что послужило первоисточником текущего положения жертвы. Жертва не понимает, что враг в его глазах это не более чем отвлечение его внимания от того, что происходит с ним самим, от того, что касается непосредственно его. В том случае, если он просто принимает эту информацию пропаганды на веру. В принципе, пропаганда и рассчитана на людей легковерных, которым можно внушить идею о том, что все их проблемы из-за того, что есть некий враг, который намеренно им вредит. И таких примеров довольно много, если взять, допустим, ту же самую Германию 30-х годов. То есть для немцев, в то время находившихся в абсолютно бедственном во всех смыслах положении, был найден враг, образ которого немецкая пропаганда изобразила как причину экономического и социального краха немцев. То есть, как можно убедиться на этом примере, пропаганда всегда обращается к самым примитивным инстинктам, условно деля, так скажем, мир в глазах жертвы пропаганды, да, на зло и добро, на хорошее и плохое, так как обывателю только это и нужно, чтобы оправдать свою инстинктивную природу. Поэтому подвергнуть ситуацию собственному осмыслению для него является чем-то немыслимым, так как он инстинктивно ссылается на свою принадлежность к большинству, с которым он себя идентифицирует как его неотъемлемая часть. Можно заметить, что пропаганда всегда имеет отношение к движению масс. В основе пропаганды всегда лежит идея об истине авторитета. С точки зрения обывателя, воспринимающего пропаганду, в ее основе лежит всегда идея о некоем авторитете, который не может быть подвергнут никакому сомнению. Будь-то бы сам факт того, что этот авторитет является источником некоего тезиса, уже говорит о том, что и сам тезис, будучи произведенным авторитетом, не может быть подвергнут никакому сомнению. То есть обыватель сам является составным элементом этой пропаганды, потому как он не способен отстраниться от тех понятий, на основе которых самой же пропагандой и выстраивается его мировосприятие. Но
Именно собственное мышление и является тем противоядием, выявляющим то, что является продуктом пропаганды, в том числе и то, из чего состоит сам мыслящий человек. Пропаганда измеряется степенью того, насколько она определяет взгляды человека. Пропаганда измеряется степенью того, насколько она определяет взгляды человека. Хотя само понятие степени подразумевает соотнесение с неким стандартом, но опять же у каждого человека свой уровень развития, его мышления, и о степени подверженности пропаганде можно судить только с позиции этого уровня. Предположим, человек может быть не согласным с каким-либо процессом, происходящим в обществе, но при этом служить культу того, против чего он якобы протестует. То есть общественное мнение, изменение которого является целью пропаганды, это уже следствие ее влияния, потому как сама пропаганда создает упрощенную картину мира в голове человека, и уже на основе этой картины мира человек и выражает свое мнение, да, в кавычках. Как противостоять пропаганде? Пропаганде на самом деле невозможно противостоять, точнее, это не может быть целью, да, это противостояние, потому что наличие пропаганды оценивается с позиции уровня независимости мышления от общественных понятий. Большинство никогда не будет иметь своего собственного мышления, и поэтому оно будет нуждаться в пропаганде, так как она, опять же, дает упрощенный взгляд на реальность, который уже подразумевает наличие деления ее на черное и белое, и из этого же деления вытекает решение, то есть то, как должен относиться человек к тому или иному процессу. Цель пропаганды. Цель пропаганды – это формирование определенного мнения у большинства, так как пропаганда изначально рассчитана на людей самых примитивных, составляющих основу любого общества, ведь так или иначе жизнь общества определяется его большинством, безотносительно к его хорошей или плохой оценке, так как общество не может быть мыслящим. Мыслящим может быть только человек, способный абстрагироваться от влияния толпы, потому что толпа всегда всеядна, она берет то, что ей дадут, и что пробудит в ней свои собственные инстинкты, на которых изначально и рассчитана пропаганда. Поэтому не так уж и важно, что происходит с тем или иным большинством, ведь оно не способно выйти за пределы своих инстинктивных реакций. Большинству всегда нужно обозначение причины своих бед вовне, но только не в них самих. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте конструктивные комментарии. Буду рад вашему мнению на тему этого видео в комментариях. До свидания.